Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я смог, используя всего лишь одну сцену, сделать разных врагов, которые совершенно оригинальные и не заезжены. Давайте я их вам покажу. Дамы и господа, первым слаймом у нас идет желтый слайм. Быстрый, четкий, офигенный, выше прыгает, быстрее бегает, в отличие от его зеленого собрата. Вторым у нас ползет красный батя слайм, который вырос до невероятных размеров. Ему абсолютно пофиг на игрока. Он просто любит гулять и жрать. И все. Все, что ему нужно от этой жизни. Прекрасная жизнь. Давайте же посмотрим на наших слаймов поближе. Является прародителем рода. Его можно найти абсолютно везде, хоть и в разрушенном храме, хоть в кровавых джунглях. Непонятно, в какой котел он упал, но его скорость и ловкость поражает. Время тестов показал себя очень хорошо. По скрипту он меня отпиздил. Найти его можно в засохших уголках данжа. Неизвестно, чем он питается в этих пустых биомах, но он не жалуется, и ладно. Как и говорилось раньше, его сложно не заметить. А что касается его спавна, так он спавнится в красных джунглях, в тех зарослях, при прикосновении к которым игрок умирает. Идея такова, что красный слайм будет использовать как передвижная платформа, чтобы пересекать эти опасные зоны. Давайте перейдем к коду. Я всегда стараюсь сделать код проще и понятнее, так как мне и самому как бы надо в нем разбираться. В данном случае код хоть и прост, но очень большой, так как в нем очень много условий. В зависимости от типа слайма будет меняться его тип поведения. На данный момент единственное, что меняется, это его скорость и размер. И все. Больше ничего, чего хотели. Основные проблемы при создании этого кода были в коллизии, так как я не знал, как сделать так, чтобы при анимации смерти мы могли проходить сквозь слайма, так как когда мы его убивали, коллизия просто этого не давала. Так вот, я это исправил. Я смог найти перерыв весь англоязычный интернет и все же нашел эту чертову строчку кода, которая так была мне нужна. Такая проблема в том, что в Godot, как я понял, их очень много версий этой строчки кода, но ни одна из них не подходит, кроме этой, так что будьте внимательны. В экспортах у нас находятся две анимации. Анимация как анимация спрайта и анимация как передвижение. Также у нас здесь находится состояние нашего слайма, то бишь его тип. Дальше переходим к переменным. Тут обычные переменные, как у игрока. Единственное отличие, что direction теперь переменная, от которой зависит, куда смотрит наш слайм. Также здесь появляется переменная спавна нашего слайма, переменная его смерти и все. Функция физического процесса имеет в себе две группы кода. Первая группа отвечает за движение, а вторая отвечает за тип нашего слайма. В первой функции мы заставляем слайма двигаться по положению direction, то есть куда он смотрит. Также здесь есть обычная функция if not in the floor, то есть если мы не стоим на полу, то мы падаем. Обычная гравитация. Дальше тип слайма. В зависимости от цифры на этой позиции будет меняться его скорость. Также будет меняться и его урон. Здесь не забудьте указать else. Если вы здесь укажете elif, то при любом неправильном значении, если вы вдруг напишите 4 или 5, то бишь больше, чем у вас видов слаймов, видов ваших врагов, то у вас будет выдавать ошибку. Будьте очень внимательны. Функция ready. Здесь мы выбираем, куда будет смотреть наш персонаж, то бишь direction. Здесь он рандомный. Вот эта строчка кода отвечает за рандом. Также мы здесь указываем точку спавна нашего персонажа.
Указываем здесь velocity. Переходим в Update Animation, то есть наши анимации. В зависимости от типа слайма я сделал смену слаймов через анимацию, то есть каждый слайм это каждый кадр в разных анимациях. Также здесь есть строчки кода, отвечающие за то, куда смотрит персонаж, то есть куда смотрит спрайт персонажа. Здесь есть строчка is on wall, то есть если наш персонаж стукается об стену, он поворачивается в другую сторону. Дальше переходим к функции смерти. Здесь меняем переменную смерти на true, выключаем коллизию, также включаем анимацию смерти. Прошу заметить, что анимация 2, то есть это Animation Player. Также как наш таймер закончится, мы включаем коллизию. Меняем позицию нашего слайма на его точку спавна. Выключаем вторую анимацию. И снова ставим переменную dead на false. Если честно, я прям устал это редактировать, этот звук, это видео монтировать. Так еще и представьте, что видео длится 6 минут, а каждая минута это чуть ли не 10 минут рендера. То есть 10-минутное видео будет рендериться больше часа. Помогите. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это помогло. Надеюсь, это было вам интересно. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, об этом видео. И увидимся потом. Когда-нибудь. Завтра, послезавтра. Найдется время. Мальчик, ну что? Давай, говори. Пока всем. Все, сваливай.